Что если всего мира не существует, и это не какая-то там глупая гипотеза симуляции? Как я могу быть уверен в реальности остальных людей, если все, что я чувствую, воспринимаю, ощущаю, всего лишь иллюзия? А я на самом деле просто мозг в банке. Все мои чувства у меня в голове, а в реальности ничего вокруг меня нет. Привет. Солипсизм – это теория, утверждающая, что вы единственный человек, который существует в мире, а все любые другие объекты являются плодом вашего воображения. Некоторые люди настолько верят в эту теорию, что даже существует синдром солипсизма. Не только солипсисты и философы в целом знают смысл солипсизма. Вы, вероятно, тоже испытывали солипсизм в детстве. Если вы не боитесь начать сомневаться в существовании других людей, то продолжайте смотреть это видео. Подумайте о своем детстве. Какие ваши первые воспоминания? Скорее всего, вы не сможете вспомнить, что произошло до вашего 2-го дня рождения. Так откуда вы знаете, что происходило до этого? Вероятно, об этом возрасте рассказывали родители. Но как вы можете узнать, что вы вообще родились, если вы сами этого не помните? Может быть, это просто плод вашего воображения. Солипсисты утверждают, что единственное, в чем вы можете быть уверены, это ваш собственный разум. Из-за этого вы не можете точно знать, что внешний мир существует. Есть вероятность, что просто вы сами создали мир, который знаете, и он существует только в вашем разуме. Может быть, этого видео вовсе не существует, только ваш разум создал иллюзию того, что кто-то его смонтировал. Что если все это я просто выдумал? Друзья, семья, коллеги – всего лишь плод моего воображения. А я один во всей вселенной. Одинокое сознание, которое породило все вокруг, чтобы просто не было скучно. Слово солипсизм с греческого «сол» – одинокий, «пси» – душа, одинокая душа, без пристанища и покоя, потому что ничего больше нет, кроме ее внутреннего мира. Якобы весь мир подгружен нам нашим же подсознанием, и нет причин беспокоиться ни о чем, потому что все это в нашей голове. На самом деле ничего нельзя доказать со 100% вероятностью, кроме наших мыслей. Вот они точно есть, а потому единственное, что есть вообще наш разум, и он все придумал. Следовательно, опровергнуть теорию солипсизма, опираясь на какие-либо факты, просто невозможно. Ничего не выйдет, если вы хотите абсолютно подтвердить или напрочь опровергнуть солипсизм. Когда-то люди не умели разговаривать, писать, читать, жили в пещерах. Но что если это лишь воображение? Что если эта информация изначально занесена в наше сознание, чтобы не возникали лишние вопросы о происхождении, так же как и факт о бесконечности и неизвестности космоса? Как мне быть уверенным в реальности окружающего мира? Ведь все, что я воспринимаю, только в моей голове. Боль, чувства, эмоции – все это заложено в моем подсознании. Я, кажется, схожу с ума. Я уже ни в чем не уверен. Береги себя. Пока.